Приветствую вас на мастер-классе кулинарной книги. 4-й разворот я решила посвятить Рождеству и Новому году. Я подготовила дыроколы для снежинок, еловых веточек и цветочков, которыми украшу водопады. А также мне пригодится вот такой нож, вырубающий сосульки. Мелкие детали могут в ходе работы затеряться, рассыпаться, и я стараюсь складывать их в небольшие коробочки. Один из водопадов украшу часами с подвижными стрелками. Страницы я уже обклеила. Итак, приступаю к изготовлению книжек. Все размеры указываю на экране. В карманах нужно прорубить выемки. Если нет дырокола, то с помощью острых маленьких ножниц и подходящих круглых предметов. Мне понравилась надпись на обрезанном крае листа. Его обычно выбрасывают, но она послужит украшением для маленьких книжек. Такие ленточки помогут справляться с выниманием книжек из карманов, чтобы не повреждать пальцами края бумаги. Вставляю блоки для записей, делаю размеры и начинаю приклеивать карманы. Чтобы книжка легче входила, нижний сгиб кармана нужно приклеивать поверх боковых. Первый раз книжку вставляю с помощью линейки, вот таким образом. Закругленный край немного выходит за ее пределы. Прохожу по всему периметру палочкой, слегка придавая карману объем книжки. Узкий водопад. Лучше было бы, конечно, собрать сначала водопад, а потом ориентироваться на его верхний и нижний край и разместить карманы. Но это не критично. Как собирать эту конструкцию, я уже объясняла в предыдущих видео, поэтому я не буду заострять на этом внимание, чтобы сэкономить наше время. Нужно 9 одинаковых деталей и одна нижняя, завершающая. Все размеры указываю на экране. Ну какой же Новый год без часов? Поэтому они будут главным украшением этого водопада. Делаю по центру прокол шилом. Вот таким образом они крепятся с обратной стороны. Приклеиваю эту деталь с часами и устанавливаю магниты. Я уже несколько раз рассказывала, как это делать. Обратите внимание на этот момент. Велик соблазн выдернуть эту деталь, но не делайте такой ошибки. Обязательно дорежьте линию до конца. На этот разворот я добавила голубую бумагу, тоже из другой коллекции. Мне нужна ассоциация с зимой, немного голубого цвета здесь не помешает. И здесь будет дом. В семейном кругу все сидят за столом и посматривают на часы, чтобы не пропустить начало Нового года. С левой стороны тоже будет водопад, но вертикальный. Это расстояние равно 1 сантиметру. Его обязательно нужно соблюдать, иначе ступеньки будут неровными. Очень удобно вот такой палочкой разглаживать бумагу и распределять клей, нанесенный под ней. Прежде чем завершить водопад, к последней его части я прикрепляю длинный
ремешок. Посмотрите, сейчас он гибкий и совсем не держит форму. Но после обклеивания его с двух сторон он будет более плотный. Для его продолжения вырезаю такую же деталь, такой же ширины. Сначала черную бумагу нужно задекорировать. Оба ремешка соединить, выровнять все и затем уже приклеивать. Эти ремешки между собой будут соединяться под вот такой декоративной частью. Но, конечно же, я не смогла обойтись без этих прекрасных зайцев. Для ступенек водопада я подобрала бумагу таких же цветов, как и цветовые пятна на правой странице. Это голубое пространство на нижней части водопада и розовый дом. Все полоски будут чередоваться между собой и поддерживать необходимые цвета с правой стороны. С помощью ножа я вырубила сосульки. Их я приклею к нижней части водопада, потому что пальцы при открывании верхней части будут цеплять за него, и в конце концов он порвется. За часами я уже разместила еловые веточки и сделала имитацию новогодних шаров с помощью красивых камушков. Стрелки можно подвигать и установить нужное время. Четвертый разворот готов. А сейчас я прощаюсь с вами. До новой встречи!